Всем привет! Сегодня я приготовлю очень вкусный тортик. Готовится он очень быстро и просто. В нем масса преимуществ по сравнению с обычными тортами. И в процессе приготовления я буду вам все это рассказывать. Для начала нам обязательно перед приготовлением надо приготовить противень и застелить его или же пергаментной бумагой или тефлоновым ковриком, как сделала я. То есть что у вас есть под рукой, пожалуйста. Все, мы приготовили. И кондитерский мешок с насадкой, с круглой вот такой вот насадкой, диаметр 1,3 сантиметра. Если насадки нету, вы можете просто отрезать от кондитерского мешка уголочек, и все будет окей. Дальше мешок я вот так вот насажаю на любую емкость, какая у вас есть, чашка или вот как у меня. Все это надо сделать заранее, поскольку тесто бисквитное, которое мы будем делать, оно может осесть. То есть как только мы его сделаем, сразу же отсаживаем на противень. Теперь буду готовить тесто. Для начала мне надо 3 яйца. Яйца я поделю на белки и желтки. Аккуратно, чтобы желток не попал к белку. Это очень важно. Теперь, помимо яиц, что нам потребуется? Нам потребуется 100 грамм сахара, 85 грамм пшеничной муки и 20 грамм крахмала. У меня кукурузный. Если у вас нету кукурузного, вы можете заменить на картофельный. Если же у вас нету никакого крахмала, просто возьмите, добавьте 20 грамм муки. Дальше, к белкам я добавляю щепотку соли для баланса вкуса и на небольших оборотах миксера взбиваю белки до мягкой пивной пены. После этого к белкам всыпаю половину сахара. И включаю обороты миксера, скорость немного выше средней. И взбиваем до мягких пиков. Здесь важно не пересбить белки. Сильно пересбитые белки плохо вымешиваются в бисквите. Нам этого не нужно. То есть у нас должны не плотные, а мягкие быть пики. Все, мягкие пики, белки я взбила. Посмотрите, они плотные достаточно. Если перевернуть, ничего никуда не выльется. Белки я пока оставляю в сторону. К желткам добавляю оставшуюся часть сахара. И теми же венчиками, не нужно их мыть, менять, взбиваем желтки на больших оборотах миксера примерно 2-3 минуты. Они должны побелеть и увеличиться в объеме. Все, посмотрите, как у нас побелели желтки. Этого достаточно. Дальше на взбитые белки я высыпаю половину муки с крахмалом. Это делаю через сито. И смотрите, не вымешивая, ничего не делая, я выливаю сверху на это тесто все наши желтки. И сюда же сверху, не вымешивая, высыпаю остальную часть муки с крахмалом. И так вот просеиваю.
Как вы уже догадались, мы делаем печенье савоярди. Почему я решила для этого торта именно савоярди, я расскажу чуть позже. Теперь, когда мы все всыпали, теперь аккуратными, плавными, складывающими движениями вымешиваем тесто. Тесто вымешивать долго не нужно, только все объединится, оно будет готово. Это для того, чтобы оно не потеряло вот эту свою воздушную текстуру. Очень аккуратно, не спеша вымешиваем. Духовку лучше уже включить на разогрев 200 градусов. Когда я буду ставить, выпекать печенье в духовку, я сделаю температуру 180 градусов. Почему я сказала, что этот торт проще, чем обычный и готовится, и легче? Потому что он, как вы заметили, уже легче приготовления. Не нужно все долго вымешивать. Дальше. Выпекается савоярди очень быстро, в отличие от обычного бисквита. Поскольку обычный бисквит от 30 минут, где-то до 40, до 50 выпекается. Печенье савоярди выпекается примерно 10 минут. То есть, как мы понимаем, мы уже экономим и время, и электроэнергию нашу. Все, я вымешала тесто, и теперь сразу же перекладываю все тесто в подготовленный кондитерский мешок. Теперь отсаживаем наши пироженки на противень. Длина примерно 10 сантиметров, и на небольшом расстоянии друг от друга отсаживаем их. Кстати, надо еще подготовить сахарную пудру, тоже заранее, друзья. Итак, аккуратненько. И сразу же присыпаем сахарной пудрой наши печеньки. Не очень они у меня получились одинаковые, но для нашего торта это не столь важно. Ничего страшного, если у вас какая-то будет чуть-чуть больше, какая-то меньше. Все, я отправляю первый лист выпекаться, температура 180 градусов, время 10 минут. И пока будет выпекаться первый противень, я быстренько отсаживаю второй. Примерно 1,5 противня печенюшек у меня выходит. Также присыпаю и вторую часть сахарной пудрой. Когда савоярди выпекутся, они должны покрыться сверху румяной корочкой, а внутри они будут еще очень нежные. Как я сделаю? Я поставлю выпекаться второй противень. И когда уже второй противень будет практически готовый, как только я выключу духовку, я верну к нему первый, и они будут вместе в духовом шкафу так до полного остывания. Немножко приоткрою дверцу, и они так полностью готовятся. Еще один момент хочу, друзья, вам сказать, почему я выбрала вместо обычного бисквита именно пирожное савоярди. Потому что именно савоярди дают такой необычный, очень нежный вкус. Это такую текстура теста, структура, который бисквит никогда нам не подарит. Я уже работала с ними, я уже пробовала, поэтому я решила отснять полное видео, как я это все делаю. Поверьте, этот торт один из самых вкусных тортов, какие я пробовала, какие я кушала. Посмотрите, какие красивые выходят наши пирожные. Горячие еще. Красота. Все, сейчас вторая допекается партия, и я первый лист, когда выключу духовку, сразу же поставлю к остальным. И они так минут 10-15 будут, так сказать, доходить.
Все, савоярди я уже приготовила. Вот столько у меня получилось. Вот какие они красивые. И сейчас займемся кремом. В первую очередь я взбиваю сливки. Для этого я беру 250 мл жирных сливок. Жирность от 33% и выше. Если вы возьмете меньше, они у вас просто не взобьются. Итак, я сразу отмеряю 250. Угу. Чтобы сливки хорошо взбились, они должны быть очень холодные. И чаша, где будете взбивать, желательно, чтобы тоже была холодная. Я ее на 15 минут перед тем, как влить в нее сливки, поставила в холодильник. Взбиваем до мягких пиков. Вот до такого состояния я их взбила. Они еще немножко подвижные, когда их переворачиваешь. Но мы еще будем сюда добавлять много вкусных продуктов и все это взбивать, поэтому лучше их не перевзбить. Дальше я добавляю к сливкам сливочный сыр. Сегодня у меня будет сыр маскарпоне. Если вы хотите, чтобы ваш крем имел такой характерный сырам кисломолочный привкус, тогда вам лучше взять крем-чиз или или Филадельфию. В чем разница? В Филадельфию входит состав сливки и кисломолочный сыр. В маскарпоне основной ингредиент – это сливки. Соответственно, этот сыр будет иметь очень нежный воздушный привкус. Я хочу, чтобы мой торт сегодня напоминал конфету максимально Рафаэлло. Соответственно, я беру маскарпоне. Потрясающий сыр, но в нем не будет вот этой характерной кислинки. Будет просто нежный, сливочный, прекрасный сыр. Его надо нам 250 грамм. Добавляю к сливкам. И сюда же добавляю 40 грамм сахарной пудры. На средних оборотах миксера перемешиваю крем. Крем уже прекрасно загустел. Посмотрите, какая красота. Дальше нам нужно 80 грамм белого шоколада. Я его буду разогревать, растапливать в микроволновой печи. Вообще топят шоколад двумя способами. Либо на водяной бане, постоянно помешивая, либо в микроволновке. Я буду в микроволновой печи. Как я буду? Я сначала включу на минимальную температуру на полминуты. После этого я достану, его перемешаю. За полминуты с ним кажется, что ничего страшного не случилось, оно вообще не растаяло. Но лучше достаньте, еще раз перемешайте, еще раз на полминуты. Опять перемешали, третий раз можно уже на минуту, но тоже минимальная температура. Третий, четвертый раз, я вам сейчас покажу, как он хорошо растопится. Если вы сразу поставите на 3-4 минуты, и тем более, если на большую температуру, все, у вас есть большой риск, что вы испортите шоколад, он у вас просто свернется. Все, посмотрите, у меня практически растаял шоколад. Казалось бы, что вот еще чуть-чуть его надо дотопить, потому что как бы не растаяли некоторые комочки. Но поверьте, не нужно. Если вы вот так вот возьмете, будете немножко перемешивать, остаточный шоколад, он просто растопится. Все, посмотрите, какая красота.
Так, жду буквально минуты 2 и буду вливать его в крем. Мне нужно, чтобы он был комнатной температуры и не горячий. То есть буквально минутка-другая и выливаю в крем. И сразу перемешиваю миксером. Все, буквально несколько секунд. После этого всыпаю в крем 40 грамм сушеного кокоса. И 70 грамм жареного измельченного миндаля. И после того, как всыпала кокос и миндаль, все аккуратно вымешиваю лопаткой. Крем получился одна нежность. После того, как приготовила крем, я буду собирать торт. Для торта я взяла форму диаметром 18 сантиметров, и нам надо молоко. Дальше беру печенька савоярди, макаю в наше молоко и выкладываю вот так вот аккуратненько. И один за другим также макаю молоко и выкладываю донышко в серединку тортика. Почему мне нравится этот торт? Потому что именно савоярди придает этому торту настолько нежный вкус. Попробуйте, попробуйте хотя бы раз этот торт, поверьте. Но вот бисквит не такой. И вот так вот аккуратненько укладываем. После этого слой крема. После этого мы повторяем. Выкладываем печенье савоярди. Сначала макаю в молоко. А потом выкладываем донышко. Второй слой. Снова слой крема. Если вы возьмете форму диаметром 20 сантиметров, то у вас получится не 3, а 2 слоя. Выкладываю третий слой крема сверху и хорошо разравниваю лопаткой. У меня осталось немного крема. Это для украшения боков торта. И осталось немножко печенья. Им я также превращу в крошку. И я тоже украшу стеночки нашего тортика. Это уже будет завтра. Сегодня я еще сделаю шоколадный ганаш и залью торт сверху. Для этого мне нужно 125 грамм белого шоколада. И я заливаю сливками 50 грамм.
И отправляю топиться в микроволновую печь, тоже и короткими импульсами, и все время перемешивая. Посмотрите, как красиво растопился хорошо наш шоколад со сливками. И теперь я делаю следующее. Выливаю сверху шоколад на торт. И немножечко вот так вот вращаю тортиком, чтобы шоколад равномерно распределился. Чтобы не оставлять следов от лопатки или ложечки, можно просто вот так вот повращать торт. Шоколад сам красиво, идеально, прекрасно разровняется. Теперь осталось нам отправить торт в холодильник. Желательно на ночь, чтобы все хорошо устоялось, скрепилось. А завтра мы продолжим уже делать красоту и будем пробовать. У меня прошла ночь, торт очень хорошо настоялся. Я ножом прохожусь аккуратно по краям формы, как бы отделяю торт от формы. И теперь аккуратненько открываю кольцо. И снимаю. Теперь бока торта я посыпаю крошкой. Я савоярди, остаток печенья, просто перемолола на блендере. Очень аккуратненько. Крошка, кстати, очень интересная получается. Тоже не похожа на бисквит. И вот так вот аккуратненько, аккуратненько прохожусь по краям. Этого можно не делать, он и так красивый. Кстати, друзья, я заметила, если вот так вот выравнивать торт, когда я придавливаю крошку к бокам и вот так вот немножечко придавливаю еще кверху, посмотрите, какой красивый узор по контуру вверху из шоколада получается. Поэтому он мне понравился, я его так и оставлю. Красота! И из остатков крема я буду делать произвольно узоры сверху на торт. Посмотрим, что получится. Торт готов. Вид у него очень нарядный, красивый. Из-за того, что я взяла форму 18 сантиметров, он получился более высокий. И такой торт идеально подойдет на день рождения и на любой другой праздник. Самый ответственный момент – разрезка торта. Очень удобно режется, мягкий, податливый в работе. Класс. Посмотрите, друзья, как аппетитно выглядит торт в разрезе. Это нежность, сама нежность. И давайте, конечно, его попробуем. Прекрасный торт. Воздушная текстура, все очень нежное. Савоярди просто тает во рту. Вот каждый кусочек во рту исчезает. Привкус вот этих орешков. Это просто незабываемый вкус и впечатление. Я думаю, ваши гости
останутся просто в восторге. Кстати, друзья, кто не любит белый шоколад, вы можете белый шоколад заменить на черный шоколад или на молочный шоколад. Я думаю, выйдет тоже очень потрясающе и вкусно. Я вам желаю всего самого лучшего. Я вас целую, люблю. До новых встреч.